когда был в Киеве произошел переворот, во всех городах Юго-Востока Юго-Восток вспыхнул позже. Когда был Майдан, народ трудовой, предприятия ходили все на работу, занимались Да своей Киев жизнью. даже ходил на работу. Да. В радиусе Майдана 2 километров все было как в мирном городе. Никаких ни Майданов, ничего, как все время. Ну, Юго-Восток Украины, так тем более, да. Их это не касалось там. Вот. А потом, когда Майдан случился, и они поняли, что они приехали, да, что это приходят враги к власти, неизвестно, чем это все кончится для всего населения. Кровь уже пролита. Да, кровь пролита. И начались протесты. И мне звонят почти все губернаторы, бывшие депутаты. А я практически там был дедушка среди этих депутатов, не по возрасту, а по созывам. Да. Я всех знаю, меня все знают что я там вот в этой всей ситуации с Майданом очень плотно участвовал. Меня губернаторы набирают, бывшие депутаты, и говорят: Олег, что делать? Какая команда? Говорит, у нас все за нас. Говорит, и налоговая, и ГАИ, и милиция, и воинские части. Говорит, и мы не знаем, что делать. Тут ходят миллионные толпы с флагами России, кричат «Россия, Россия». Говорит, если мы сейчас не будем как-то реагировать, то, говорит, нас несут наши же, нас несут, хотя мы с ними за одном месте. Говорит, какая команда? Говорит, ты где сейчас? Я говорю, я в Москве. Ты можешь? Я говорю, могу. Спросить, да. Спрашиваю, говорят, не, ничего не будет. Ничего не будет, не надо, мы вмешиваться не будем. Это внутриукраинское дело, решения нет, не надо людей обнадеживать, потому что будешь нести за них ответственность. Я об этом говорю, и все потихоньку затухает. А та сторона потихоньку раскачет, начинаются поезда. Да. Дружбы так называемые. Да, и тут меня боевики. Приглашает ответственный сотрудник, который отвечал в тот момент времени за Украину. И говорит, Олег, вот наконец. Я говорю, так поздно. Говорит, мне еще не поздно. Будем включаться во время избирательной кампании. Твоя задача отучаствовать в этих выборах. Говорит, мы их не будем признавать и будем колоть Украину. Говорю, хорошо. Говорю, заднего хода не будет. Знакомая история, да? Недавно была. Говорит, нет. Я начинаю ездить по городам Юго-Востока, только по Юго-Востоку, поскольку нас интересовал Юго-Восток. В каждом городе я собираю актив, причем не депутаты, не мэры, не какие-то, а те, которые вот эти вот митинги за Россию, которые в них участвуют. И я делаю их своими доверенными лицами. Угу. И кругом это сопровождается. Там в Николаеве драка, там на меня бросились, да, ударили по лицу. И я там ударил в ответ. Но и в Одессе там захватывали гостиницу, где я находился. Ребята с Куликового поля разблокировали. Везде это было... Вот я проехал 7 областей. Везде это было очень плотно. В Донецк, Луганск не ехал. Мне говорит, Олег, надо поехать. Я говорю, понимаете, если я поеду в Донецк, меня там примут, в Луганск. Но я вряд ли... Если вдруг вы дадите потом команду «отбой», я уже не вернусь. Нет, не будет команды. Я еду в Донецк, меня действительно принимают. Я еду в Луганск, меня действительно принимают протестующие. Я делаю Болотова своим доверенным лицом. В Донецке тоже. А все мои коллеги рассосались. Ни одного депутата нет. В Донецке нет ни одного депутата. С партии региона. Все уехали, попрятались. За рубеж? А? За рубеж? Мне только звонят и говорят, Олег, вот у меня дом захватили. Я говорю, слушай, я живу в гостинице, говорю, ты мне сказал, я потом бы поселился. Говорю, все было бы целое. Я говорю, как я сейчас выбивать буду тех, кто захватил дом? Я говорю, тут сейчас Махновщина. Да, Махновщина была.
Да. Сашко Билый, вот прямо символ того момента, полная таманщина, махновщина. Вот. Ну и в какой-то момент времени было принято решение, я знаю, что Петр Порошенко через посла, они дружили с послом Российской Федерации, как же его звали, Зурабов, бывший министр здравоохранения. Они дружили, они донесли точку зрения о том, что Петя наш товарищ, он будет только для виду с ними, на самом деле он с нами. И было принято решение всем кандидатам и всем, кто не мешать Пете, мне сняться. Я снялся. Принято решение. Есть Россия, есть Москва, тут каждый Команда. должен встраиваться в те процессы. А перед тем, как сняться, была такая ситуация. Я участвовал как кандидат в президенты во всех мероприятиях, которые положены кандидату в президенты. У меня была выделена охрана, госохрана. У меня было эфирное время. И у меня по эфирному времени было время на свободе слова. Славик Шустер. Нет, только не Славик Шустер. Там другой. Киселев. Киселев был, да. Был Киселев, но не наш Киселев, другой Киселев. И меня очень попросили встретиться с одним украинским политиком, очень серьезным. Говорят, ты же знаешь, это же твой хороший знакомый. Я говорю, я не знаю, как я в Москву поеду. То есть не в Москву, в Киев. Я говорю, вот было бы очень хорошо. Нам бы общему делу очень помогло. Я говорю, хорошо. Я приезжаю в Киев, посещаю Верховную Раду. У меня был жуткий день, просто жутчайший день. Я встречался с ОБСЕ, я встретился с Коломойским. Я пересекся с тем политиком, что нужно. И с Коломойским мы обсуждали ситуацию. Я пытался как-то... Знал, по Днепропетровску? Да, по Днепропетровску, по всему остальному. Я его говорю, Беня, ты же еврей, как ты можешь? Ты посмотри на этих людей. Это ж те, кто убивал евреев 70 лет назад. Ты знаешь пару слов на украинском, Беня? Говорит, нет, Олег, ты же знаешь, я на украинском не говорю. Какие хохлы, какая Украина? Ты же знаешь, я русский, на русском говорю. Да это сейчас все будет нормально, да не переживай. Мы с ним в свое время были в жестких конфликтах. Я выносил его из Днепропетровской области, которая была его, а я я взял его под наш контроль в области. И вот потом я попадаю на этот эфир, и мне во время эфира заходят и говорят, что там разбит там перерывы есть, и говорят, вашу машину захватили, протестующие обложили здание, все, требуют, чтобы вы вышли. Вашу машину разбили, колеса прокололи, в бензобак засыпали песок. Вот. А моя охрана выделена, госохрана мне. Хорошие ребята, да. Говорят, вот такая ситуация, неизвестно, людей все больше и больше приходит под здание. Потом протестующие зашли в студию. В студию сделали заявление. Я выступаю. У меня спарринг-партнер с Юлией Тимошенко. Она увидела всю эту ситуацию. У меня с ней были хорошие отношения. Тут сложно понять, как может быть политический противник и при этом нормальные человеческие отношения. Нет, это мне не сложно понять. У меня такие же отношения с некоторыми людьми были, и мы их не портили, просто мы не общаемся. Мы были соавторы по целому пакету антикоррупционных законов, и куча всего такого было. Еще со времен Кучмы. Вот. И она видит, чем это дело закончится, она уезжает прямо с эфира. А я выступаю и обращаюсь к киевлянам и говорю, смотрите, я не знаю, чем кончится этот эфир, но я хочу, чтобы вы меня услышали. Сегодня еще есть возможность не допустить войны. Вот если сейчас
если сейчас вот будет все идти, как оно идет, будет обязательно война. Причем кровавая. Говорю, я объехал весь Юго-Восток. Все лидеры протестов — мои доверенные лица. Говорю, я сейчас могу точно, определенно от имени всего Юго-Востока сказать, мы готовы освободить все захваченные здания, которые сейчас захвачены. И СБУ в Луганске, и Донецкую областную администрацию. Надо несколько вещей, которые сформулированы, принципы. И это не моя точка зрения, это вот народ. Я уполномочен заявить о том, что... Ну, мы тогда, для нас был очень важный вопрос. Амнистия Беркута. Ну, это понятно. Да. Потом долгое время АТО началось. Беркутовцев, когда видели, наши в них не стреляли. Представляете, да. Вот так вот все была память Майдана. Вот. Амнистия Беркута, федерализация, русский язык, второе государство. 3 пункта. Говорю, сейчас, говорит, достаточно, чтобы просто не начинайте боевые действия против Донбасса. Начинаем переговоры, и все остановится. Давайте хотя бы начнем говорить. Ну, все пошло как пошло, да. Эфир закончился, они начали штурмовать двери, со мной были девочки с пресс-службы, мои, как здесь называется, ФСО, моя охрана, служба охраны, говорит, мы обошли все, говорит, через подвал не выйдешь, через крышу не выйдешь, отдельно стоящее здание. Мы связывались с ОБСЕ, ОБСЕ сказала, что наша задача наблюдать. Мы, говорит, мы связывались с нашим, службой охраны, центральным офисом, они говорят о том, что мы не пойдем, там говорит, десятки тысяч людей, Майдан бушует вокруг здания, говорит, ничего не сделаешь. Я снимаю пиджак, говорит, а если сейчас не выйти, то они вломятся сюда, и неизвестно, что будет с персоналом. Я снимаю пиджак, снимаю крестик, подкатываю рукава рубашки и выхожу. Ну, ты же борец. Да. Я выхожу, с 2 сторон ребята ФСОшники, да, охрана. И нас начинают бить. Меня сразу срывает всю одежду. Вот не просто одежду срывает, а вообще всю, полностью. Я не знаю, как с меня сняли даже туфли. Я полностью голый, полностью. И мы идем, и нас бьют. И я понимаю о том, что если сейчас кто-то сунет нож или шило, ну все. Да. Меня хлопцы держат за руки и поддерживают за плечи, потому что если упадешь, они уже не поднимутся. То уже не поднимутся. Они просто, видно, не готовы были, что вы выйдете. Они, наверное, не готовы были, что выйти, не подготовились, вот. Тогда обязательно сунули. Ее такое бум-бум-бум по голове, да. И я думаю, все, убьют. Точно, не дойду. Но надо умереть так, чтобы было не стыдно. Надо не сломаться. И вдруг смотрим, скорая помощь. И дверь открыта, и машут эти самые. Нам. И мы заскакиваем в скорую помощь, и я думаю, боже, неужели выживу? А потом хлопцы хватают дверь, они начинают, захлопывают дверь, дверь отъезжает. Вот я знаю, да. А я хватаю заднюю дверь, и я как на гинекологическом кресле полностью голый, я уперся ногами в потолок. Чтобы не выбрали заднюю дверь. Они разрывают дверцу, и мы начинаем тихонько ехать. И начинаем ехать, думаю, все, сейчас выживем, сейчас все будет хорошо, сейчас все нормально. И проезжаем метров 20, и тут колеса сдуваются. И потом машина некоторое время едет на спущенных колесах, а потом толпа стучат в окна и говорят, мы сейчас сожжем вместе с машиной. Если вы его не выпустите, мы сожжем вместе с машиной. И медсестричка начинает плакать, да. Сестричка и доктор.
Вот. Я говорю, ну, если надо, я выйду. Откройте окно. Открываю окно, он подходит, говорит, мы 2 сотника Майдана. Говорит, есть возможность вам выжить. Говорит, вы должны сейчас выйти, встать на колени, покаяться перед украинским народом и заявить о том, что вы снимаете с выборов. С выборов. Да. И тогда, говорит, мы поговорили, тогда будете жить. Угу. Иначе люди вас просто разорвут. Говорит, и не то, что мы просто ничего не сделаем. Я говорю, суки, убивайте. Пошли думать. Совещаться. Собрались еще сотники какие-то. Я так понимаю, созванивается с руководством, да. Возможно, с дипломатическим Еще раз корпусом. подходят, еще раз разговариваем. Говорю, не буду становиться, не буду отрекаться. Нам приходят и говорят, поступила команда вас попытаться спасти. Говорит, ну не знаем, получится или нет, потому что народ... Ну, я так понимаю, связались, наверное, с западным корпусом, им это не нужно. А народ было. кричит, скандирует, убить, Нет, на Майдан, казнить. Я помню этот момент, я почему вот это в соцсетях смотрел, это уже, по сути, было все онлайн практически, и, соответственно, это уже был большой международный скандал. Показывали по Затяжка всем... времени, да, Показывали по всем украинским новостям. Да. Не иностранные камеры снимают в режиме онлайн, а кандидата в президенты Убивают на Украине, а им нужно было провести демократические выборы, и они поняли, что заигрались. Демократические выборы. Да, они поняли, что заигрались, и, я так понимаю, они созвонилось новое руководство с американским послом, и он сказал, ребята, Да. как хотите, надо... Подъезжает еще одна машина, батюшка приезжает, и там пацаны с Майдана, да. Говорят, пересаживайся к нам в машину. Я говорю, я голый. Они заглянули ко мне. Батюшка снимает подрясник. Я надеваю на себя этот подрясник. А он остался голый, но подряс. Ну да. Захожу к ним. Ах ты, сука, мы тебя сейчас, говорю. Ну, во-первых, я буду отбиваться, говорю. Во-вторых, говорю, бить человека, когда вас много. Ладно, не будем. Поехали. Молодец, Стояковый, поехали. Мы, говорит, решили тебя сдать в СБУ. Если тебя СБУ примет, значит, все хорошо. Значит, будешь жить. И мы с этой толпой очень медленно, со скоростью 3-5 километров в час передвигаемся. Едем, СБУ недалеко. Вот. Доезжаем до СБУ, они подходят, нажимают кнопку. Мы хотим сдать государственного преступника, предателя, Царева, да, в СБУ. А те говорят, сейчас доложим руководству. Ну да. Ждите. Сидим в машине, ждем, народ бесится, говорит, надо быстрее ответ, пойдем спросим. Еще нажимаю. Говорит, по инструкции мы не имеем права открывать ворота, когда толпа. Говорит, толпа должна отойти, тогда откроем. К толпе толпа не отходит. Они и так, и это, толпа не отходит. Они к СБУ, они не открывают ворот. Говорят, ну что, ну ничего, ну ты, Олег, ну, говорят, ты, конечно, да, ты враг, но ты, говорит, ну, мы тебя попытались спасти, да, ты же видишь, мы пытались, но не получается. Мы тебя вынуждены сейчас отдать, иначе нас самих разорвут. Потом, давай еще в прокуратуру попробуем тебя отдать. Походим по городу. И мы едем, и помню, что громче всех кричат «казнить» — это женщин. Это поразительно. Почему женщины? Ну вот женщины, боже, казнить. Они самые всё. эмоциональные. Да. Доезжаем до прокуратуры, а в прокуратуре еще были наши, в СБУ уже пришли ЦРУшники, там уже все, власть это самое. А в прокуратуру просто взяли, Пшонка уехал, все уехали. А кто-то там еще остался, и они еще остались, еще наши, еще замена не произошла. И выходят спокойно такой моего возраста сейчас, а тогда был лет на 10 старше. Говорит, что? Царева? Государственного преступника?
кандидата в президенты. Принял. Привезли. Да, примем, Молодцы. конечно, примем. Заводите, говорит. Меня заводят. Он спокойный, даже вообще ни бровь не дрогнула. Проходим в кабинет. Он это... А я синий весь. Не так лупили, что у меня Понятно, уже все синяки тело... начали У выступать. меня все тело Уже часы синее. прошли. Да. Говорит, вам плохо? Говорю, не очень хорошо. Говорю, можно померить давление? Меряю, у меня 180. Я говорю, что мне дать. Стало лучше. Он говорит, ну вы же понимаете, что мы вас задерживать, народного депутата, кандидата в президенты, не можем, у вас двойной иммунитет. Говорит, вы можете выйти, говорит. Нет, ну только это же толпы нет, да? Это же без толпы. Говорю, а можно я у вас посижу? Пока они не рассосутся. Говорит, конечно, можно. Говорит, вот есть комната для задержанных. Говорит, мы ее закрывать не будем. Говорит, вот мой кабинет. Вот решетка, все. Ну и как здание покинул? Утром новый начальник службы безопасности, родом из Закарпатья, очень хорошо знаю, приезжает ко мне, говорит, у меня команда от Пети Порошенко, тебя вывести. Ну, очевидно. Да, у меня чартер был. Друзья из Москвы пригнали чартер в Борисполь. И мы, говорит, ну проблема, говорит, они опять под утро собрали все перед зданиями, Ну, все, понятно, теперь что требуют охраняют. тебя отдать. Говорит, мы сейчас сделаем такой финт. Мы одну машину подгоним, хлопца, говорит, похожего на тебя в балаклаве, туда посадим в наручниках и быстро поедем. Говорит, а с тобой выйдем через задний ход. Мы так делаем. Они все за этой машиной прямо на мотоциклах там был народ. Прямо устроили погоню, да, на квадрокоптерах, да. Такое все, движ такой. А мы с заднего выхода выезжаем. Ребята альфовцы, все во всем, шлемах, в этом всем. Я в балаклаве, меня одели тоже в балаклаве, чтобы не было видно. Ну, да. понятно, под альфовцем. Вот. И они мне, все эти пацаны, которые потом с нами будут воевать, альфовцы, говорят, Олег, мы за тебя. Мы всегда были за тебя. Ты молодец. И все. Многие так говорили. Вот. И мы доезжаем, самолет, хлопцы, начальники с охраны, которые со мной были, садятся со мной в самолет, прикрепленная охрана, да. Самолет начинает взлетать, она и взлетает, и тут это самое. И тут связь работает. Говорят, просят вот, начальник охраны, да, ФСО, да, украинского, со мной, говорит, хочет с вами поговорить. Дают мне вот эту штучку. Говорит, Олег, мы выяснили, вы летите в Донецк, тебя там убьют по прилету. Олег, тебе надо сесть сейчас, и мы тебя будем охранять. Говорю, да, хорошо, сейчас подумаем, сейчас решим. Отключаем. Я говорю, отключайте связь. И летим куда надо. Летим в Донецк. Прилетаем в Донецк. Выхожу в аэропорт, еще целый был аэропорт. Мы выходим, тут же связываются с ребятами, с охраной, с моей слички. Говорит, руководство сказало, говорит, чтобы мы тебя задержали и доставляли в Киев. Говорили, мы этого, естественно, делать не будем. Говорит, но мы тогда вынуждены тебя оставить. И я один, полностью один иду по взлетному полю. Они в одну сторону, я в другую сторону. Но потом посозванивался, там встретили меня дончане. И они... Была команда задержать, вернуть тебя, так понимаю, да? Да. И они, мало того, что они связались, они не имели права меня лишать охраны. Это в законе прописано. Но лишили. И они связались со всеми охранными службами в Донецке. Мы куда ни пытались обратиться, все получили команду Царева не охранять. И меня, как всегда, спасли спецназ Беркута. То есть в Беркуте есть. Беркут сам по себе спецназ. А еще есть, есть еще спецназа. Это вот, которые вот, если террористы захватили самолет, вот они вот этим занимаются.
И они, как Олег, мы тебя будем охранять. Я говорю, хорошо. Это была самая лучшая охрана, самая лучшая из всего, что могло Надежная. быть в Донецке. Идейная. Да, идейная, Донецкая, да, такие были хлопцы, мы пришли с ними столько через Крым, Рым и чего только не было.